Здравствуйте, наши уважаемые зрители! Сегодня мы вместе с Денисом Алексеевичем собрались поговорить, подумать и предложить вам наши размышления вслух. Денис Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте. Что мы будем сегодня с вами обговаривать? Ой, Ольга Федоровна, такая тема. Жизнь без ненависти к себе. Возможно ли такое? Вот по поводу ненависти к себе. Я имею в виду аутоагрессию, конечно же. Многие люди как будто не замечают, не как будто, они замечают, что они делают с собой и как они жестоко с собой обращаются. И Но они не замечают, как и с другими. Просто. да, как и с другими тоже. Но вот когда с собой это делаешь, то, казалось бы, наш инстинкт самосохранения должен нам подсказывать, что больно и нужно как-то от этого избавиться, от этой боли, да? Но мы даже не видим почему-то то, что это мы делаем с собой. Э, Но я думаю, что аутоагрессия– это как раз-таки и есть порождение инстинкта самосохранения, потому что он с помощью нее спасает. Инстинкт самосохранения, он обслуживает выживаемость. Ага, И зверю надо запомнить, где его а, били, где еда, где опасность, какой зверь для него представляет угрозу. То есть ему надо сформировать память об этом. И когда он пытается сделать то, что ему навредило, то внутри его что-то останавливает. Вот это и есть, я думаю, зачатки нашей аутоагрессии, остановленные импульсы, которые могут мне навредить. ага, то есть это защита, но мы же почему-то не видим этого. Мы чувствуем только боль, а то, что мы ее сами себе причиняем, ну вот я по своим ощущениям. Сейчас-то я уже понимаю, что это я делаю сам с собой и что я делаю. Но до того, как я начал исследовать, что у меня внутри происходит, я просто чувствовал как бы последствия, что ли, этого. Но Ну, нам вообще не свойственно замечать детали во внутреннем мире. Я, когда аутоагрессию начала исследовать, я особо нигде материал не находила про аутоагрессию. Но как-то про нее мало говорят, хотя она, на мой взгляд, одна из центральных фигур внутреннего мира. То есть благодаря аутоагрессии, ну, мы не можем ее рассматривать, во-первых, как отрицательный персонаж. ну да. Потому что когда нету ума, ну, человек не размышляет, то именно аутоагрессия нас останавливает и оберегает. Ну, например, когда человек не может переваривать свои эмоции, и он готов вот сейчас все высказать, то именно аутоагрессия его останавливает и помогает ему социализироваться. Он не разрывает связи, его не увольняют с работы, и у людей, у которых проблема с остановкой своих эмоций аутоагрессией, они постоянно меняют место работы, постоянно меняют партнеров, потому что этот выброс неконтролируемый. А что значит проблема? Вы имеете в виду, что вы имеете в виду, когда говорите проблемы? С- Ну, например, если мои эмоциональные импульсы, их объем больше, чем мой контроль, то я буду постоянно встревать в конфликты. Я буду постоянно ругаться с работодателями, с партнерами, с соседями. Ну, потому что мы же находимся в мире имени себя, и внешний мир, он все время как будто с нами в конфликте, точнее, мы с ним в конфликте, но все время не такой. Вот знаете, я слышал и на группе «Сталкер», и так в жизни, что люди говорят: у меня нет никакой агрессии, у меня все в порядке. Такое бывает?
бывают люди без агрессии? Ну, я как бы знаю, что навряд ли, да? М, Мне кажется, что это... Хотя, как вы думаете? Ну, у меня точно, например, ну, я, как всегда, по себе буду говорить, у меня точно ее стало меньше, когда я стала мыслить. То есть, когда у меня стало мышление и способность анализировать больше. Вот, например, даже если сейчас я ошибаюсь, делаю какие-то ложные умозаключения, или же веду себя так, когда мне стыдно, ну, потом этот стыд приходит, то я благодаря возможности осмыслить причины, что я делала, я стала меньше нуждаться в аутоагрессии. То есть это не такое покрикивание на животное: «Стой, замолчи, как ты могла», а здесь идет уже аналитический разбор, и поэтому мне легче признавать ошибки. Это на «Сталкере» один раз я выдвинула, как всегда, идею, и я, когда выдвигаю идею, я сложно мыслю, и человек говорит: «Это не так». И когда он говорит: «Это не так», вот я как-то особенно почувствовала, что он уверен в этом, что это не так и все. То есть есть стопроцентная уверенность. А у меня была мысль: может, и не так. Ну, и получается, что я нахожусь в сомнении, и это сомнение возможно именно потому, что уменьшилась аутоагрессия. Ну, потому что если есть аутоагрессия, я могу быть только сто процентов права или не права. Ага. Вот я подумал о том, что, что аутоагрессия могла бы быть какой-то как сигналом, но, наверное, нет. Э, Наоборот, нужно включать мышление, но оно должно замениться, или как бы я чувствую эту агрессию, и я начинаю ее разбирать, и это запускает мое мышление. Вот я на себе представляю так процесс внутренний. Но то, что вы рассказываете, Я с вами согласна про то, что от нее избавиться нельзя, но она может быть не такой продолжительной и не такой интенсивной. То есть время и интенсивность, время и сила. То мгм, есть время меньше и сила ее воздействия меньше. Потому что вот интуиция — это же как раз-таки это телесное переживание. И когда тебе что-то колет или что-то говорит: «Обрати внимание» или «Остановись», то есть мы можем осмыслить это. Ну, например, я что-то говорю вам, и я именно за счет агрессии понимаю, что мне надо замолчать. Ну, например, я нечаянно влезла в тему, которая вам болезненная. И вы мгм, молчите, но я понимаю, что с вами что-то не то происходит. Ну, вы в лице поменялись. И именно за счет аутоагрессии я останавливаюсь, и потом, если нету мышления, то я начинаю или вас обвинять, что это он тут из себя, перелом был тут. да, или изображает, или Ага. фу, какой человек неприятный, или же на себя нападать. Ты опять что-то сделала не так. А когда здесь мышление ее подхватывает, то я начинаю более тонко чувствовать. Ну, вот это ощущение, что я влезла в тему, которая болезненна по каким-то причинам. И здесь нету вот этого избыточного «он плохой» или «я плохая». Вот здесь такое есть мягкое «остановись». Мгм. Мягкость вот это появляется. М, Мягкость появляется из-за мышления, из-за какой-то доброты к себе, из-за как нам как эту мягкость по отношению к себе развить. М,
Ну, видите, я думаю, что у каждого свой путь. Некоторые люди, например, в религию уходят и там становятся мягче, потому что там определенные постулаты. Но я свою мягкость развивала, потому что я поняла, что это бессмысленно. Ну, вот эти садистические атаки с упреками, с претензиями, потому что из-за них я поняла, что я вообще не могу анализировать свое поведение. То есть я одинаковая, с одинаковыми ошибками, с одинаковой событийностью. И мне, например, профессионально это мешает, потому что если я буду людям говорить одно и то же и не развиваться, им станет скучно. И мне это надо и с точки зрения моего профессионального роста, и вообще мне интересно эволюционировать. А мы же ограничены своими возможностями генетическими, своим прошлым, и развитие точно возможно из-за пересмотра вот этих вот паттернов, ошибочно устоявшихся. Вот там бездонная бочка для развития. И я умнею, когда я могу туда пойти, а туда я могу пойти, если у меня нет аутоагрессии. То есть это нелогично. Как бы аутоагрессия для меня стала, она меня, я в какой-то момент поняла, что она меня тянет камнями вниз. Ну вот бывает же и такое, когда я понимаю, что вот агрессия, она как бы непродуктивна, да, для чего я с собой это делаю и все, вот эти все вещи. Но э, когда я это все понимаю и как бы перестаю, ну, уменьшаю интенсивность этого, то у меня как бы перестает быть топлива. У меня не хватает топлива, чтобы что-то делать. Вот вы говорите эволюционировать и развиваться. Но это как бы нужно прилагать усилия какие-то, да? А вот если я без аутоагрессии никак, это единственный мой путь развития, как будто. Э, Что тут? Тут должно мышление еще более на верхний уровень пойти. Тут должны быть какие-то цели надличностные, или я не знаю. Ну, видите, когда мы разбираем аутоагрессию, нам еще важно понимать, что мы лишаем себя удовольствия. Ну вот когда показывают фильмы про маньяков, там же все время, ну часто, все время нет, но фигурирует получение власти над кем-то. Или же над живым кем-то, когда маньяк пленяет, или уже над неживым кем-то, когда тело в полной власти. И вот эта полная безусловная власть, когда другой абсолютно беззащитен, она сводит нас с ума, она настолько повышает нам самооценку. Вот хороший пример буллинг в школе, когда дети находят жертву и травят ее. И вот этот буллинг, он объединяет детей, и, и жизнь у них смысл приобретает, и самооценка у них растет, и общность у них появляется. А теперь мы представим, что во внутреннем мире у нас тоже есть объект для буллинга, или субъект для буллинга. Это мы сами. И нам достаточно сложно отказаться от этой быстрой возможности повысить самооценку за счет буллинга себя. Я не первый раз такое слышу. Мне каждый раз странно, что мы все-таки выбираем на вот эту сторону, которая булит, а не вот в момент этого буллинга. Как бы страданием мы пренебрегаем, да, а буллингом наслаждаемся. Но вот представьте класс, для того, чтобы мы не были голословны, и зрители тоже, чтобы могли почувствовать. Вот представьте коллектив, где есть объект для буллинга, и вам предлагают занять сторону. Ну, что вы сторону займете? Того, кого булят, или тот, кто булит? Ну, я займу.
того, кого булят. Ну, как бы да, человеческие вот эти вот все наши, Но это опасно, но это потому что, опасно. да, Это опасно, потому что вы можете оказаться в компании того, кого болят. мгм, И внутри личности мы можем тоже стать на сторону того, кого булят. Вот фактически, чтобы прекратить агрессию, нам надо стать на сторону того, над кем издеваются внутри, ощутить это. Но мы же, когда аутоагрессируем, мы же уверены в своей правоте. Мы наказываем, мы отчитываем. У нас не существует того, кого мы травим. да, и в этом как бы вот я сейчас, когда я не в этом процессе, так со стороны смотрю, в этом есть какая-то бессмысленность. То есть, что? Это правда, это бессмысленно, но это слишком привычно. Во-вторых, кажется, что мы таким образом мгновенно решаем проблему. То есть это про наше любимое, что делать. Вот наказать– это быстро решить проблему. Это не чувствовать беспомощность. Наказать себя– это выйти из беспомощности, незнания, непонимания, слабости, уязвимости. Мы мгновенно из этой ямы выскакиваем. Итак, это привычка, потому Мгм. что не было других способов. Это быстрая возможность что-то сделать. Это мгновенное повышение самооценки. То есть мы мгновенно, как говорят, быстро поднятый бутерброд не считается упавшим. Мгм. Вот здесь точно так же с самооценкой. И мы не в команде неудачника. Да, я сейчас ощутил вот этот момент, когда быстро поднятый бутерброд не считается упавшим. Как будто ничего не было. Да, люди даже часто странно так говорят. Ну, ничего страшного. Но они уходят из-под своей агрессии. Например, вы попросили, не знаю, вы в больнице, у вас перелом руки, вы попросили оплатить коммунальные услуги. Человек забыл, и вы говорите, ну я же просил тебя оплатить. Он говорит, ну ничего страшного. Да. Ну что ты нервничаешь? И это вообще выносит Мгм. психику. Что ты нервничаешь? Ну, сделаю. Вот мы так и с собой разговариваем, потому что я забыл заплатить, и мы сразу вот ничего страшного себе говорим. Ну, чувствуем такой стыд, неудобство, ну, типа, ну, ничего страшного, потому что мы боимся себя агрессирующего. То есть мы мгновенно начинаем вести переговоры с террористом внутри. Да, эти переговоры могут длиться долго. Ну да, можно часами доказывать ему. Вот мы, когда в голове крутим долго, это всегда про переговоры с террористом, ну, неубиваемым. Я убью заложника, ну, точнее, я изобью заложника. Давай поговорим. Пока вы говорите, он ничего не делает с заложниками. Такой спектакль разыгрывается. Вот э, где-то за нашим сознанием, почему это у нас так странно, там столько интересного, но мы этого всего не видим. Для меня это удивительно. Ну, видите, процессор должен быть мощным. Ну, вот некоторые люди в мгновение видят много мелочей, а кто-то в мгновение не видит. Но наш процессор, он все время перегружен эмоционированием. Мгм. Нам все время надо обойти там, правильно, неправильно свое,
чтобы не разозлиться, чтобы не расстроиться. И поэтому мы еще мало того, что мало концентрации для выхватывания этого мгновения, еще и постоянно перегруженность вот этими вот процессами. Шум такой. Ну да. Мгм. Ну, вы говорите спрятано. Ну, конечно, спрятано. Кому приятно понимать, что он террорист, который держит заложников реальное я вот так. Ну да, но если же я это делаю с другими, то у меня как бы еще есть выгода это прятать, да? Но когда я это делаю с собой, э, тут как бы наоборот выгода, чтобы перестать делать это с собой. Ну, Ой, как ну, мне кажется. Денис Алексеевич, вы же опытный сталкер. Вы же Ну видите, да. когда про агрессию говорим на сталкере, у всех сразу выключается сознание. Ну, люди готовы в себе все, что угодно признать, кроме агрессии, потому что это сразу ты не войдешь в Царствие Небесное. Ты можешь быть только жертвой и страдающим. То есть нам как бы тяжело, нам лучше быть страдающим, жертвой, чем обычным и нормальным, да? Ну, как нормальным, обычным. Ну вот, Видите, обычным, реальным мы можем быть только если признаем в себе агрессию. ага. У Ну меня вот, была очень интересная сессия. Я думаю, эта девушка будет смотреть наше видео. Я думаю, она не будет против м, того, что я вынесу. Она, например, мы с ней разбирали, как я что-то говорю, и она не понимает то, что я говорю. Она формально соглашается со мной, но если бы она не сдерживала себя аутоагрессией, то в этом моменте она бы или начала спорить, мгм, говорить, что вы говорите какую-то ерунду, которую я не понимаю, или же бы мне начала задавать много вопросов. Как вы пришли к этому выводу? На основании чего вы сделали этот вывод? Объясните. То есть первая позиция– это противостояние со мной. Вторая позиция– это демонстрация своей уязвимости и непонимания. В первом случае это агрессия на меня, ну, такой подростковый бунт, когда я все отменяю. А второй– это аутоагрессия на себя, когда я не понимающая, это стыдно. И я для того, чтобы не попасть в этих два опасных паттерна, просто киваю головой, да-да-да, я ничего не поняла из того, что сказано, я с этим не согласна. И я говорю, потом разберусь. И потом разберусь, или же человек не разбирается, или разбирается, кумекая, как я говорю, вот у нас есть 4 своих кубика, из этих 4 кубиков я ту башенку, ту пирамидку, ту паровозиком их выставляю, и она опять складывает это из своих кубиков. И получается формально наш контакт приятный, мгм. но бессмысленный. Именно из-за агрессии. Да, так интересно. И человек может так годами ходить к психологу, и вроде бы у них все неплохо между ними. Но человек уходит при своем. Но фактически, вот если я научусь обращаться со своей агрессией или в сторону другого, или к себе, то у меня откроется множество новых возможностей. Я могу разрешить себе хотя бы не понимать. Когда я разберусь со своей агрессией по отношению к другому. Но
Но для этого нужно сначала разобраться по отношению к себе с агрессией, наверное, да? Хотя это, наверное, Параллельный процесс. да, параллельные процессы. Вот помните, как вы на сталкере говорите, как вы пришли к этому выводу? Да. И группа такая на вас смотрит. Ничего себе, какой смелый парень. Вот почему вам можно так было сказать? Ну, а что здесь такого усомниться? Я знаю, что вы к сомнению относитесь, отнесетесь спокойно. Не Не вас... все. Ну, не все могут это сказать. Ну, так сказать. Вот знаете, я еще бы хотел о чем. Вот мы часто вот эту ненависть к себе, хотя мы ее не осознаем, но мы ее все равно ощущаем. И мы ее как бы проецируем в других людей. Вот этот вот механизм, давайте о нем поговорим. Вот этот, проекция это всегда как-то сложно, ну, когда они говорят, что вроде как просто, да, но когда начинаешь именно смотреть на сам процесс, то там все так не так однозначно, как будто. Ну, это как раз про то, что мы говорили перед этим. Когда я не признаю свою агрессию, я не признаю, когда я нападаю на себя, но мне надо найти причину ощущения нападения. И я начинаю ее проецировать в другом. Вот если я пришла на свидание к вам, Я согласен. и я очень боюсь не понравиться, и я себя избыточно контролирую. Я себя атакую, но я себя держу в ежовых рукавицах, ежовые рукавицы иглами в меня. То если я не понимаю этого, то я буду воспринимать ваш взгляд очень придирчиво, как будто вы на меня смотрите уничижительно, хотя уничижаю себя сама. Да, вот когда я слушаю, когда об этом говорят, или когда я со стороны смотрю, но когда у меня идет такая проекция, это все как бы очень достоверно изнутри выглядит. И только какой-то там край сознания мне говорит, внимание, тут что-то не то. Внимание, внимание, говорит Германия. Сегодня под Да. хвостом споймали Гитлера с хвостом. Наконец-то говорит. Так что это какой-то высший пилотаж, мне кажется. Но для этого я понимаю, что мне нужно признать то, что я делаю это с собой, и тогда вот эта пелена как бы спадает. Вот видите, опять этот террорист Да. внутренний. То есть я не могу даже разобраться, это я себя ненавижу или вы меня ненавидите. Это кот на меня презрительно смотрит, или я на себя презрительно смотрю. Вот слушайте, с котами это вообще так странно. Я вот видел, как мои знакомые проецируют в котов, и я думаю, ну как так может быть? Не, я тоже так могу, но со стороны это особенно странно выглядит. И это как бы явный признак того, что это проекция, но внутри это так не ощущается. Вот видите, котов надо заводить хотя бы для того, чтобы научиться понимать свои проекции. Да, ловить проекции. Например, а, ты меня сегодня игнорируешь, или ты отвергаешь меня, ты меня не любишь. Вот когда с котом человек так говорит, и когда с котом это безумие еще как бы понятно. Но люди же предъявляют эти же претензии к другим людям. Но если ты с котом не понимаешь, что ты безумный, то с другим человеком у тебя вообще нет шансов. Ну да, там 100 раз сложнее.
Вот я сейчас подумал, что эти проекции, если их уметь забирать, то можно себя изучать и свои желания понимать, да, что тебе нужно, что ты хочешь, как ты настроен, как ты относишься к себе. Да, да, но люди делают проекции во что угодно, в погоду, в мироздание. Например, когда человек говорит мирозданию, там, ты меня не любишь. Или Весь что, мир против меня, да? Это еще? тоже весь мир против меня, как будто, Весь мир да? против меня. Но вот когда вокруг меня становится слишком много врагов, ну, ощущение, то я понимаю, что у меня внутри идет мощная атака на себя, которую я не могу признать, и мне надо спроецировать это агрессивное и ненавистное отношение к себе другим. Это когда я захожу в какой-то коллектив, да, или куда-то там, не знаю, и вот я чувствую, что все как будто на меня так смотрят, да, и какой-то... И вы об этом говорите? Нет, я говорю, вот когда ты сидишь дома, Мгм. и ты понимаешь, что этот плохой к тебе относится плохо, А, и этот не такой, и тот не такой. То есть это люди, которые даже могут быть незнакомы друг с другом. Ну, или же, например, у меня, как у блогера, проекция в аудиторию. Что-то они меня разлюбили. мгм. Или я уже им не нужна. Вот эта проекция, в проекции всегда я центральная фигура. Ну, как понять, что это проекция? Ну, вот с котиками, да, котики вообще идеальный вариант для рассмотрения проекции. Он ко мне плохо относится. Он меня игнорирует. Он меня обесценивает. Для того, чтобы забрать проекцию и присвоить себе агрессивные вот эти аспекты, про которые мы говорили, мы должны кота помыслить как кота отдельно от себя. И Мгм. кот, вот на школе эмпатии, то, что мы исследовали, вот быть эмпатичным коту. То есть кот, э, надо залезть в шерстку кота. Таким котом, чтобы у меня были такие ушки, лапки, хвостик, реакции, глаза, которые светятся. Вот я, например, наблюдаю, когда коты начинают меня пасти глазами. Вот они смотрят на меня, как на мышь. Я понимаю, что они голодны, и они контролируют объект, который должен их покормить. У меня источник корма, это не отношение ко мне. Я могу сказать, как они, хищники, на меня плотоядно смотрят. На меня, видите? А если я эмпатична к котам, я говорю, они хотят кушать. Они, меня вообще нет. Да, с котами тут как-то попроще. Попробуйте с людьми. Люди там еще разговаривают. Ну, у человека, как у кота, происходит множество процессов внутри. И вот это умение мыслить о процессах человека без себя. Тебя там не должно быть. Если есть ты, это проекция. Мгм. Да, проекции такая интересная тема. Для нашего следующего разговора. Да. Давайте еще вернемся вот к активности, которую непонятно как производить, если у тебя нет аутоагрессии. Эм, Ну, нет аутоагрессии, это, конечно, громко сказано, но в принципе можно разобраться, да, что понять, что это принцип, как это деструктивно, не бессмысленно, и ты можешь как-то там, да, хватит уже, давай спать дальше. У нас без ненависти к себе. Да, Из достаточности. из достаточности. Самодостаточность активности.
Расшифруйте, пожалуйста. Ну, благодаря аутоагрессии ты все время ущербный, ну, все время не такой, недостаточный. Мгм. И тебе надо что-то сделать, чтобы перестать предъявлять претензии к себе. Ну, когда, да, я лежу, но я отработал 10 часов. А Мгм. все, туда претензий нет. Переговоры опять, видите? Видите, вот Да. никуда мы не можем деться. Да. Ты чего лежишь? Так я 10 часов отработал. Ну лежи, да. Мгм. Устал. А почему ты спишь 10 часов? Потому что я не спал, работал перед этим. Ну спи там, спи. Разрешаю. Что ты ешь так много? Так я ж не завтракал, ешь. Итак, у нас есть ущербность, ты не такой, ты что-то делаешь не так. Это как будильник, который постоянно срабатывает. Мгм. Проверка, проверка. И для людей, у которых рассеянное внимание, не склонны куда-то уплывать, это единственная возможность включиться в реальность. То есть это хорошо, что если я ухожу в эмоции, в фантазию, у меня есть аутоагрессия, она меня бодрит. Я Мгм. включен в реальность. И вот эта активность из недостаточности, мы себе просто не дадим возможность расслабиться. А бывает активность, когда у тебя достаточно, но ты хочешь эволюционировать. Это про чувство собственного достоинства. Мгм. Что я не хочу не вот так, я хочу больше. Я хочу... Это не про больше, Это про что? Про лучше, про вперед, качественно. качественнее? Я, например, ощущаю предел своих возможностей, ну, вот то, что я говорила, и генетические, и прошлое. Ну, я там не выдерживаю больше. Но качество всегда можно улучшить. Появляется качественные показатели. Не больше видео снять, а качественнее. То есть как бы качественнее с аутоагрессией не снимешь. Мне кажется, хотя... Не снимешь. Я раньше, когда делала школу, я помню, у меня было там 20 слайдов теоретических, теперь 3. Вот если посмотреть школу эмпатии, у меня на каждой лекции 3 слайда. Остальные там вопросы за, Мгм. но это не про теорию. 3 слайда на 3 часа. Аутоагрессия уменьшилась. Да, потому что вот агрессия говорит, надо больше. Ты не справишься, ты забудешь. Мгм. Что ты будешь делать, когда ты не будешь знать, о чем говорить? Да, я понимаю. И вот перед нашей встречей вы описываете мои мысли перед нашей встречей. Вот, видите, а когда вы вдвоем со мной, ну, вы понимаете, что даже если вы что-то не знаете, будете о чем говорить, вы мне передадите просто пас. Но вам важно не напасть на себя, когда вы не будете знать, что говорить. Да, да, потому что это меня все, я окаменею, и тогда все пойдет на смарку. Вот аутоагрессия, видите? И вам Мгм. важно на меня не напасть. Мгм. Ну, в том смысле, что вот я там пришел на эту запись, это она меня втянула. Или же Мгм. ты плохой, не знаешь, что спросить, или ты себя втянул. Видите? Если нет аутоагрессии, появляется сразу мысль. Да, появляется как будто куда идти.
Мне как бы не хватило, вот вы про самодостаточность говорите. Здесь тоже как будто я не смиряюсь с тем, какой я есть. Ну вот мне так звучит. Э, Не соглашаюсь на свою какую-то обычность, что ли. Но Ограниченность, да, возможно. да, но как бы по другим причинам. Не потому, что вот эти процессы все буллинг, и ты там не выживешь, и такой весь. А как будто из другого источника это идет. Ну да, потому что когда я соглашаюсь на завершенность своего образа, на свои границы, я как будто теряю вот эти вот фантастические возможности, которые у меня есть в моих мечтах. Я соглашаюсь на меньшее. Я Мгм. соглашаюсь на то, что я синица. В руках. Да. Нам очень сложно понять свои ограничения и что мы можем чуть-чуть больше. Нам все время же хочется фантазировать о своей какой-то гениальной судьбе, которая просто не сбылась по каким-то причинам. Да, ну вот смотрите, я, например, э, ну хватит себя уже, ну вот ты такой, как есть. Хватит себя булить, да? И как только я думаю, хорошо, вот я такой, как есть, вот я обычный, да, и тут как будто остановка в развитии это ощущается. Как будто я, это звучит в середине, как будто, ну все, давай тут растечись уже вот этим всем пятном. э, И Я, например, у меня цель в голове не регрессировать. цель. Да. У меня цель не регрессировать. Вот вы говорите про я такой, я растекусь пятном, ну, я понимаю, что дальше будет регресс. Вот если я не кручу педали в эволюционировании, я сразу начинаю регрессировать. Я это остро ощущаю. Но мне не хочется тупеть. Вот здесь чувство собственного достоинства, да? Ну, мне нравится быть умной. Ну да. Но это про то, что я не хочу... Я хочу жить с умной женщиной, ну, внутри. Ну, это про... Вот эта личность, она центральная фигура моей жизни. Ну, я в смысле. Я центральная фигура своей жизни, потому что этой фигурой можно назначить кого-то другого, и тогда тебе не надо эволюционировать, потому что там тебе кто-то поможет, или кто-то там посадит тебя на саночки, повезет куда-то. А ты понимаешь, что ты центральная фигура. Вот если бы мы разыграли эту сценку как родитель и ребенок, ну, ты понимаешь, что родитель– это я. Если я ребенок, то я не понимаю, как мама зарабатывает деньги, или не понимаю, как у нас фрукты появляются, которые я люблю, или конфеты. Я знаю, что у мамы надо попросить, и она купит. Мгм. А когда ты мама, у тебя другая психология. Ты понимаешь, что для того, чтобы купить фрукты, надо заработать деньги. То есть это какое-то другое совсем мышление взрослого, где ты понимаешь, что мама– это я уже. Да. Ну да, тут другие причины и следствия, более, ну, не более, а реальные, потому что с детской части это фантазии. Ну как фантазии? Это не фантазия. На самом деле, если ребенок у мамы попрошу конфету, она мне даст тут причина и следствие. Но если я во взрослой части, Но видите, у ребенка очень много про хорошесть и плохость. Вот если я буду хорошей, если я буду правильной, а у мамы она понимает, что есть причина, есть следствие.
Ну, образно сейчас говоря. Мгм. Взрослая мама, она понимает, что для того, чтобы купить конфеты, надо заработать деньги. Для того, чтобы заработать деньги, надо сделать ряд действий. То, как я делаю эти действия, от этого будет зависеть сумма денег. И поэтому я должна качественно делать эти действия или профессионально для того, чтобы у меня было больше возможностей. А у ребенка это все время такое вот перехитрить и получу 2 конфеты. Но ребенок, он хитростью берет, а условный ребенок, а условный взрослый, он берет понимание. Вот мы все сталкивались с моментом, когда мы зарабатывали первые деньги, и у них была совсем другая ценность, чем те, которые нам дали. Да. Устали, Денис Алексеевич? Да, есть немного. Я сейчас смотрю, какие у меня тут еще вопросы к вам есть. Ну, как будто все уже... Можем завершить. А вот, Да. да нет, не буду. Я готов завершать. Все, будем завершать. Насыщенная получилась беседа. Я тоже так Да. немного устала. Концентрация внимания большая. Ну что, мы завершаем, наши уважаемые зрители. Пишите свои вопросы по этой теме, пишите свои мысли гениальные, которые вам пришли, пока вы нас слушали. Мы с Денисом Алексеевичем прощаемся с вами. До встречи. До свидания.